в этом месте в апреле. Плывет дальше. Вот потихонечку ловим, поклевывает. Прижимаешь, кусаешь. Пускаем туда, куда она собирается плыть. Разведка удалась. Салют, рыбаки и рыбачки. Мы в офигеннейшем месте. Будем ловить на донке вимбо и, возможно, головля. А также будем пробовать ловить головля или жереха на спиннинг. Место обалденное. Мы приехали на лесную реку, на которой есть водопад, такая доломитная ступенька. И на этой доломитной ступеньке вимба поднимается вверх по реке на нерест и прямо прыгает через этот водопад. Очень классное зрелище. Можно такое увидеть только в этом месте в апреле, либо в городе Кулдыге на реке Вента. Там сейчас тоже это происходит, но там вот настолько близко, это посмотреть нельзя. Пойдемте покажу, как это выглядит. Вот за моей спиной водопад. Сейчас я попробую заснять для вас перепрыгивание вимбы через него. Вон, видели? И красиво, главное, на фоне вечернего солнышка у нее даже плавники просвечиваются. Попробуем снять крупным планом. Видали, да? Прикол. Вот. Место здесь такое довольно-таки общественное. Здесь с 1 мая открывается шлагбаум. И пускают сюда всех посетителей. Тут можно... Тут сделаны вот такие навесики оборудованы. Качели для детей. То есть такое туристическое место. Но так как мы приехали до открытия сезона, мы здесь одни. Мы позвонили, нам открыли шлагбаум. И вот мы будем здесь как бы в людном месте, оно будет скоро людное, без людей ловить. Здесь вот есть такие вот кладочки. И вот там водопад, на котором мы только что с вами были. И выше водопада идет большая такая заводь с глубиной местами до 4 метров. Тут такие глубоководные места. Ну вот будем где-то искать вимбочку. Мы с Димой поищем на спиннинг головлика, жереха. Вот, ну что ж, будем раскладываться, обустраивать лагерь. Такой у нас навесик будет. Сейчас поставим шатер, раздобудем дровишек. Здесь мы с Димой, с моим батей и нашими сыновьями, Севером и Данилой. Димыч уже готовит фидер.
Я пока буду дальше лагерем заниматься. Шатер поставили. Там будем вещи хранить. Чтоб в лагере бардака не было. Поймал? Не вытащил? Видишь, клюет. Данила поставил на крючок муху и поймал. Что поймал-то? Головля. Головля поймал. Это очень хорошая новость. Большой, Данила? А, маленький? Вот. Головлик интересуется. Ну вот. Но батя пошел ниже переката. Я сегодня, наверное, даже расчехляться не буду. О, какой выход, посмотрите. Вот. Я не знаю теперь. Может быть, и буду расчехляться. Нам главное дрова. Заготовить дрова. У нас впереди вечер, ночь. Будем отдыхать после трудовой недели. А завтра мы будем немного ловить вимбу и будем ходить в поход на спиннинге. Речка очень красивая, поход должен получиться интересным. Ну, а батя будет ловить в лагере. Ну и мы тоже будем завтра вимбу ловить под вечер. Далеко кидаешь, Дим? Ну, попробую. Пусть будет. Сейчас пойдем. Слушай, ты, может, еще и на ночную рыбалку? Я же великий специалист по ночной вимбе. Мне ее даже подсекать не надо. Посмотрите, вот в этом видосике, как она ночью клюет. Есть там определенные секреты, как ее ночью поймать, не подсекая. Просто приходишь и вытаскиваешь. Вот, ну все, отправляемся за дровишками, ребят, чтобы ночью не мерзнуть. Вон какой там выход, Димыч. Да, слушай, вот знаете как эти выходы? На одной вот этой линии. О, удар. На мормышку. На бровке. Вон, смотри, опять выход. Это пара. Да я решил попробовать на микроджиг, на мормышинг. Вот. Ну и также сейчас буду пробовать на агрессивный воблер. Может быть, вимба будет брать. Надо покидать немножко. Батя на удочку с поплавком ловит. Данила поймал уже 5 маленьких голавликов. Сейчас попробую вот на такой воблер. В прошлом году хорошо ловилась вимба. Вот. Ну вот на этот мормышинг даже уклейка берет, Димыч. Очень кайфовый вечер, тихий на реке. Птицы поют. Весна ранняя, но тем не менее вот сейчас солнце уже почти закатилось. Плюс 16 градусов. На перекате что-то творится страшное. Ну, пойду, может, попробую еще отснять. Но если там прыгала вимба раз в 20-30 секунд, то сейчас они там по 3, по 4 одновременно прыгают и красиво так вверх по течению прорываются, форсируют реку, борются со стихией. Очень крутое зрелище. Сейчас немножко тут поработаем, немножко обкидаем, а потом пойдем на перекат. Обязательно. Мелкий уже со спиннингом туда попадался. Угу. Щучка. Эх ты, малышка. Ну отпусти, отпусти.
Мелочь пузатая. Давай, пошла. Ну куда ж ты на берег? Куда ж ты, дурочка? Давай в воду. О! Ну что, ты на перекате был? Был. Ну? Короче, я сначала вел вон там, где вода тихая, но мне показалось это неинтересно. И я пошел на вон ту ступеньку. Да. Там я постоянно цеплял водоросли, и мне опять показалось неинтересно так с водорослями. И я пошел там за водопад. Там все было круто в течении, но я ничего не поймал. Угу. Сейчас попробуем вместе. Попробуем. Тут через маленькую речушку есть Перспективно. перекат. Ну, вернее, есть мостик. Вот там крутится, кстати, Вимба. Север, пойдем немножко там попробуем. Ну, почти как форель. Вимба, кстати, еще не нерестится. Поэтому не факт, что она будет агрессивно реагировать на воблер. Во время нереста она прям атакует капитально. Кстати, это та рыба, которую во время нереста можно ловить. Это что, передислокация на перекат? Ну, давай. Попробуем. Погнали всей бандой тогда. А что ты там с тонкой делать будешь? Как раз под твой шаг. Ты, Дима, дальше пойдешь? Я здесь. Ну давай. Сорвалась. Сорвалась. Да. Дима тащит. О! О, какая! Ничего себе, Димыч. Молодец. Подымешь? Подымешь? Или спуститься? Молодец, слушай, выждал. Ну, покажи. Вот, видишь, как они прыгали, да? Вот оранжевые, красивые. Да, красиво. Молодец, красавчик. Ну что, 2 штучки поймали. Одна выпала из рук у Димыча. Ну что, ты доволен, Дим? Да, доволен. План минимум выполнен. Рыба есть, рыба клюет. Мы нашли, где она клюет. Да, она клюет вдоль берега, там такая канавка есть. Да. И если перейти через перекат и ловить оттуда проводку, то крупный окунь берет. Она очень хотела жить, и на сковородку точно она не хотела. Да, но эту отнесем бате, он сейчас ее быстренько пожарит и съест. А мы пойдем покормим малых, И вернемся. зажжем им костер, пускай они там тусуются, сидят в телефонах, делают, что хотят, короче. А мы придем сюда с фонарем и будем ночью пытаться ловить вимбу. Короче, народ, не покупайте GoPro, это говно. Пропустил, ну, не смог снять вот такое чудо. Ой, какая красавица. Ой, красота. Просто кайф. Значит, ниже переката
есть место, где сходятся две струи и такая обратка, почти отсутствие течения. Дима кидает туда, ну и поклевки у тебя такие жадные прямо были, да? Прям Удары вырывала такие, удочку. что удочку вырывает. Красиво, молодец. Ну, Сер, как поход? Имба. Вимба? Вот именно. Вылезает такая. Свежатинка. Только что еще шевелится. Ага. Север, один раз твой папа сказал, что ты заприметил мой оранжевый нож Ганза. И сказал, да, вроде хотел бы, или как-то там было, да, Сань? Ну да, Что-то было. такое подобное. Ну на, от чистого сердца тебе Спасибо. передаю. Да, Он хоть и большое немножко спасибо. БУ, но свое отслужит и своим детям и Да. внукам еще его отдашь. У меня у самого... ну это тут жирнейший есть- нож. Да, верю. Спасибо огромное тебе. Ну давай, пользуйся, только аккуратно. Да, потому Да. что... Но взамен ты мне должен одну монетку какую-то дать. Потому что такая традиция, да, нож просто так нельзя ни дарить, ни Хотя бы отдавать. 100 долларов. Хотя бы. Но монету. Так что иди, Монета ищи монету 10 и евро. взамен мне. Есть монета? Да. Есть, да? Все по Покажи. правилам? А ты знаешь, где Всё он по эту монету... правилам. А, Димыч, ты знаешь, где он эту монету взял? Где? Там на перекате на Доломите нашел. Где вы Вот ловили? где мы ловили с тобой. Ну это ничего не Ну меняет. да, Ну, да, тем конечно. более. Обмен. То есть, ну, прикинь, он нашел монету, и теперь у А него... завтра эта монета окажется опять там. Обменял ну да. скрепку на дом, да? Да. Ну, Димыч, Ну ты доволен? это конечно. подгон. Спасибо. Да, большое. Спасибо большое. Пальцем чуть-чуть отодвигаешь Нифига. и закрываешь. Лайнер-лок замок называется. На. Прикольно. Ну-ка. Никогда не подведет. Ну, это жирный жир, Север. Очень, да, я согласен. Это ножик огонь. Да. Складываешь. Имба. Да. Знаешь, для чего сделаны эти Для выступы? открытия. Для открытия одной рукой. Да, Смотри. бакетуха, раз. Да. Спасибо. Не за что. Пользуйся. Покажи. Бриться буду я. О! Нет, тут сталь хорошая у этих назад ножей. Назад. Ну, Но это тебе для того, чтобы сосиски открыть и пожарить нам, да? То есть у тебя сосиски. Сейчас пожарим. Ну что, Север, готовка у тебя в полном разгаре. Ага. Сейчас я еще у вас специев каких попрошу. И так вообще имба будет. Ну, в принципе, скоро готово, если перевернула. ой, А, ух, какая. Ну, здесь красота. Знаешь, кто для нас сделал? Ну, Леночка. ничего себе. Да, они же ручкой пишут, кто сделал. А, пишут ручкой? Да. Лейнейта. Сегодня бизнес-ланч, правда, поздно, после 10. Ну, блин, я, Дим, еще обожаю вот этот твердый хлеб. Да. Смотри, маслица от Вимбы, раз. Ты что, диетический? Можно попробовать. Конечно. А, Ты что, диетический у нас? я диетический. ну нормально. Обычно что ли? еда диетическая. Отлично. Красота. Свеженькая. Только Жирный жир, как ты говоришь. Что... Ага. Она еще прыгнуть не успела. И мы ее уже поймали. Но это та, которая 2 раза пыталась, но не смогла. Не умеешь прыгать, будешь Да, съеден. Да. Все очень просто. И Слушай, корка. вкусно, да? Вот, идем. Слушай, Вимба вкусная какая. Ну-ка наковыряй корки мне тоже. Держи. Вещь.
Какой доширак, Димыч, ё-моё, ты чё? Свеженькая вимбочка. Что может быть вкусней? Вещь, Слушай, не? еще полчаса назад она думала, Размножение. в какой приток ей зайти, да, дальше. Мгм. Ну, долго думала. Смотри, икра. Она могла дойти и в Имулу, как там, и в Амулу, Мгм. да. Но не сегодня. Немножко горячевато. Горячо. Кто-то в походе ест походную еду, кто-то доширак. Ты муж понял? Тушенка, смотри. А, тушеночка? Вот Джамп это на завтра, да. макароны, да. Три или четыре? 3. Пиво, наверное. Ну попробуй. Нету? Ну клевало, да, Дим? Клевало, да. Есть, Дима? О, красава! Мою зацепил? Вытаскивай левее. Небольшенькая, но очень красивая рыба. Клевала, Дима? А? Зацеп? Да, кружак. Порвал, да. Мало ли.
посидишь? Ну, пока, да, минут 15 посижу, как бы. Ну, ладно. Рыба. Посмотрим, размер. Какой сегодня клюет. Самчик, самец. Красивый. Красивый. Ну что, утречко. Дима с батей поймали пару рыб. Сейчас Дима будет жарить сырники, а мы с Севером пойдем Ловись. на спиннинг. Да. Погнали. Пойдем пока кидаем. Погода офигеть просто. Спал как убитый. Спать пошли где-то в 4 утра. Пару рыб поймали, посидели, поболтали. Ночь была теплая. Ну, как теплая, где-то часов, наверное, в 5 утра уже +3 было. Но так в целом хорошо. Пойдем на спиннинг половим немножко до завтрака. Че, прям сырники будут, да? Да, будем сырники на природе делать. Какие-никакие, но На чугунной думаю, будет сковороде. вкусно. На чугунной сковороде, да. На Да, огне. не клюет. Не клюет, да? Не клюет. Ну, терпение и труд все перетрут. О, блины, Неллины. А? Неллины блины, да? Которые у меня перед жизнью. Бери, ешь, Север. Я пока не хочу. Открытом огне приготовленные, не дома. Но это другое дело. Ну что, добавим муки. Добавим ванильного сахара. Прям вкусно. Шиповка. Сахарка тоже. Сахарка коричневого на данный момент у нас только присутствует. Вот теперь включаем миксер. На средний режим. Средний. Вначале минимальный. На, Вы по этой тропе пройдете вдоль того ручья. Потом расскажете нам обстановку. Да? Что там, как там. пон. Ну, короче, вы шпионы. Полностью доложите, да. Зачем можно мостик построить? А потом, когда придете, вы будете готовить вдвоем нам бургеры. Надо будет приготовить, да? В холодильнике мясо пожарите и сделаете. Как сделаете, так поедим. Почему-то мне это напоминает такие какие-то, знаешь, шершавые острые ракушки в море плавают. Такой жар, что сразу поджариваются, смотри. Ну, как тебе рыбацкие сырники? Нет, я не люблю никакие сырники. А ты, Данила, как? Она мне Очень говорила, больше муки добавлять. Он Вкусно, ест да? их со сметаной, а я еще говорил, что мы сходимся во вкусах. Я не против ваших вкусов, даже если они у вас неправильные. Сырники — это правильные вкусы. Олигархия, Димыч. Да. На костре сырники Утром, утром. 12:30. Секрет абовских сырников знаешь в чем? Ну. Их не надо делать большими. Тут надо попробовать было этого, подкормки. А, Мешать. ну да. Сырники на рыбалке я еще не ел. Ну, Димыч, Румяный. румяный, да. Я сейчас умру, и тогда вырублю. Навес, и там вода, раковина.
Ну вот. Позавтракали Вкусными сырниками. вкусными Димой еще сырниками. Идем в поход со спиннингами. Да, У Димы спиннинг с тестом 1,10 грамм, да? Да. У тебя. У меня с тестом 2,12, но с возможностью закидывать и 20. Пойдем разведаем новые места. Пойдем изведывать новые места, где мы еще не были. Начнем с того, что пойдем мимо водопада и пойдем по маленькому рукаву, который выходит из большой реки. Дойдем до места его впадения и пойдем вниз дальше по большой. Здесь в этом месте летом клюет вимба. В Да-да. августе, в июле. Но мы вчера с тобой видели, Да. она там крутится. Но клюет она пока слабовато, честно скажу, да? Такая сразу форелевая ностальгия, да? Ну, давай по забросику сделаем. Смотри, смотри. Голова А, стоит. точно, голавлик. Слушай, в очках как сразу, да? Ага. Вон. Да-да. Бревно подмывает чуть-чуть. В очках видно отлично рыбу. Но щучка вряд ли тут будет в этой речухе. Зачем ей тут? Есть, Саня, сука. Есть! Ох ты, ничего себе! Блин, видел? Видел, крупная, Димыч. Леха. На вертушку, что ли? Да, блин, что мне так это Нифига самое? себе! Ну, Если б тут не там... тормоз расслабленный. У тебя какая-то крупная рыба там была. Да. Офигеть. Голавль, может, крупный? Или голова, или щука. Блин. Слушай, но с ударом или забагрил? С ударом, с ударом. С ударом. Солидная была рыбина, я тебе скажу. Но не щука, я видел. Не щука, да? Не. Может, вимба? Вимба, да? Потому что так, знаешь, как лапы переваливалась. Слушай, на вертушку? Голавлик. Красавчик. На вертушечку. Поставил вертушку, вот голавлик начал клевать. Из-под бревна. На медленной проводке. Ну, может быть, Диме, конечно, нахлост надо было бы здесь взять. Головля бы он сейчас обязательно подловил бы. Отличная. Поход будет интересный? Конечно. Поход не может быть неинтересный. Ну, дубы на Абове, конечно, всегда впечатляют, да? Дубы и сосны, да, Сань? Ага. Конечно, могучие. Ну, елки тоже здесь древние. Слушай, какой разлив большой. Вот сюда, там. Тут целое озеро. Добро. Ну как успехи? Нормально. Нормально? Сколько? Вимба есть, да? На фидер ловите? Не, ну червячка на донышко. С ночевкой, да? О, я твою программу смотрю, здорово. Ага. Здорово. Нет, на это, на донышко, на червячка. А? А когда? Днем или ночью больше клюет? Да, ты знаешь, где-то 2 часа назад приехал. приехал. А с прикормкой без? С прикормочкой я на кормушке. Ага, ну да. Мы тут пару забросиков сделаем. Далеко? Да нет, возле берега. Ну, среднее уже все окей, норму поймали. Ну, отлично. Просто отдыхаем.
Это хорошо. А мы там, в общественном лагере. А вы на румбе со мной были? Ну, чуть выше румбы, да. Ночью на румбе посидели, поймали пару Не, штук. а здесь море было людей, уже все разъехали. Ну да. А мы так только отдыхаем. Ясно. Ладно, отлично. Слушай, Димыч, какой здесь разлив большой. Тут можно приезжать с лодкой спокойно, да? Ну, летом тут голавль, Димыч, блин. Да? Ага. У меня удар был. Ну, хариусовые струи, да? Да. Слушай, внушительный, да? Смотри, окушок поплыл. Ага. А, там донка у ребят? Да, донка. Место отличное. Сейчас пока солнце в зените, Димыч, на спиннинг вообще трудно что-либо достать. Он, смотри, упал, видишь, понял? Угу. Дотянется ли кто-то до меня? Ага, голавлик, Димыч, из-под берега стукнул, на, я его видел. Сука, Димыч, сорвалась, вон только что. Блин, прикол. Такая, ну, щука нормальная. Из-под самого берега выскочила. На очень медленную проводку, Димыч. Пока что один голавлик. У Димы сорвалась вимба, у меня сорвалась щука. Ну такая щучка. То есть поклевывает. Говорили с доночниками. Сегодня похуже вимба берет. Надо высиживать долго. Но там одна женщина сказала, надо ждать вечера. Может быть. Сегодня даже через водопад не прыгает. Может, вечером начнет. Идем дальше. Красивый лес. Вкусно пахнет хвоей. Смотрите, старица. А там вон даже озерцо какое-то. Как думаете, попробовать, не попробовать? Главное не провалиться на кухню к бобрам. Какая кристально прозрачная водичка здесь.
Очень мелко там. Зря шел. Вон с леса ломился по этой болотине. Мелковато. Вертушку не провести даже. Пойду на речку дальше. Голавль побежал. Как красиво. Как же тут летом окунь в этих камнях клюет. Вот смотрите, остров. Здесь одно русло, там второе. И гляньте, какая там скала на том берегу. Обалденная. Прям лес приходит, скала и река. Не знаю, кто это, ребята. А, щука. Щучка. Небольшая щучка. Взяла вот там, на том берегу, где такая, как обратка образуется. За язык попалась. Давай. Пошла. Ну, спасибо, порадовала. Еще попробуем, может, еще стоит. Вот там, около бревна недалеко. Как только... Ага, есть. Есть. Хорошее местечко нашел. Ну, давай. Кто у нас? Ну, по перекату тянешь, кажется, крупная рыба. Но это побольше уже. О. 2 заброса, 2 щуки. Ну, какая толстенькая. Тоже такая попузатая. Давай. Ох, какая. Давай. Пошла. О, так-то веселее, не? Еще забросик. Вот, коряга. За корягой затишок. Первая взяла от затишка уже где начинается струя, а это недалеко от коряги взяла. А это была крупнее. То есть следующая будет еще крупнее. 5-я уже будет, ну, такая, 5-ка, не меньше. Как думаете? Что-то там нравится ей. То, что вот довольно за долгое время, за пару часов, можно сказать, поклевок не было. Ну вот, нашел точечку рабочую. О, хороший заброс. Ну, какая коряшка. Как думаете, будет кто-то стоять? Вот коряшка, там коряшка. Попробуем.
Ну чё, разведка удалась. В принципе, цель была такая: посмотреть, какие тут места для спиннинга. Имеет ли смысл ехать сюда летом? Имеет. Нормальные подъездные дороги есть. Вот такие красивые места. И ямы есть, и перекаты. Шикарно. Можно приезжать в тот лагерь на лодке, с лодкой, с надувной, и спускаться вниз, облавливать, потом с электромотором подниматься. Поход всегда хорошо. Прошел примерно 5 километров. Надо перекусить что-то. Может быть, макарончиков с тушником. У Димы какая-то там крафтовая тушенка. Будем ловить вимбу. Увидимся там. Такое ощущение, что леска дергается. Клюет. Ага. Ага. Есть. Смотри. Ну во. Что за рыба? О, какая хорошая. А подошел, что дюбелы? Подошел, смотрю, леска провисшая на фидере. Большущая, смотри. Вот к вечеру вот что. Ну. И особо не дергала, она леску так провисала. Но это уже размер. Солидный. Кидай в садок. Настоящий. Надо же. Ну, и здесь, около лагеря. Может, и не надо ходить никуда? Что, бургеры будешь делать? Да. Ну, ставь. Ну так, там же огонь, нет? Да, нормально, отлично. Ну. Перемешать с хлебом, надо сложить. Малые готовят нам бургеры. Будем сейчас бургеры кушать. Вот. Что у них тут? Лук подсахаренный, помидорки, огурцы маринованные, сыр и булканы. Конечно же, салат, соусы тоже. Ну что, Сер, вкусные будут бургеры, как думаешь? Очень. Сейчас на котлеты срочно положи сыр. Я пока булки засуну. Сыр, чтоб плавился, да? Да. Данилыч, кидай сыр на котлеты. Булки не сожги, да? Понемножку поджаривай. Да, там совсем чуть-чуть. Я в руках подержу. Сыр такой на моцареллу похож, да, Сереж? Я думаю, это и есть что-то подобное. С булками смотри осторожно, да? Да. Булки надо беречь. Ну, сильно много не надо, наверное. Это немного. Дальше котлета. Нет, дальше помидоры. А лук когда? И лук. Дальше котлета. Салат. Соленые огурчики. И прикрыть это все. Настоящий крабсбургер. Да, я чуть по-другому буду делать. Прижимаешь и кусаешь.
Там большая была, да? Была крупная, да. Но это не такая крупная. Вот Нет, а это тут такая крупную сорвалась, да? Сорвалась, да, я тянул. Тянул и уже подтягивал к берегу. Реально, ну, не поднять, от дна было. Слушай, освободилось то место, где эти ребята сидели. Ну, туда твой батя может идти. Я бургер съел, иди ешь. Съел, да? Ну, давай копчик сделаем. Ну давай, показывай, какой у тебя будет рецепт приготовления крабсбургера. А лук с помидорой? Давай сверху. Не, ну ладно, пробуй. Хорошо. Ну, Банк почему-то не заряжает. так, Пикули, Димыч. Пикули. кто это такие? Что, Спанч Боба не смотрел? Флажков нету, да? Закрепить. Флажков нету, да? Вот так. И раз никто не сделал, то я буду как получилось. Так. Все это сверху. Чикс. Ну смотри. Ну, Макдональдс отдыхает. отойди от стола. О. Ну, покажи разрез котлеты. Ну, нормально все. Все отлично. Смотри. Пируэт. О, хорошая, да. О. Бойкая. Красавица, Димыч. Да. На маленький трещок. Смотри какая. Да. Серьезная рыбинка. Больше твоей? Шершава. Да. Ах ты, блин, зацеп. Вот потихонечку ловим, поклевывает. У меня сейчас клюнуло и зацепилось. Вон там. Поэтому пойду сейчас в брод доставать кормушку. Вода плюс 10.
холодно, блин. Много тут зацепов на этом месте. Запарился я ходить. Вода холодная. Уже чихать начал. Пойдем сейчас туда, к перекату. Там будем пробовать. Сегодня Вимба не прыгает вообще через водопад. Вообще. Ни одной рыбехи не видели. Вчера так активно она давала жару. Вот кто дает ей команду? Прыгать или не прыгать? Смотрите, Норман Гробовский вот так снимает. Вот. Поклевывает рыбка, поклевывает. Немножко где-то 2-3 опарыша оденешь. Вот. Надо, конечно, кормить рыбку, надо кормить. Много зацепчиков. Но ничего. Мы свое поймаем. Главное, что хорошо, тепло. Так что ловим дальше. Немножко удочку качает течением. Перепрыгнула водопад. Хорошая. Хорошая, да? Аккуратненько подымешь, у тебя 0,2 леска. О, все свет. Вот хорошая, хорошая. Смотри, какой у него плавник уже помятый. И здесь Может, выпустим такой же? даруем ей жизнь? Давай. Ты решил таким способом через Ниже- крючок перевести Да. ее через Ниже перекат. переката ловим и опускаем туда, куда она собирается плыть. Как говорится, отдаем, да, не речки, да? Ну что, пока что хватит. Пойдем в лагерь. Что-нибудь перекусим. Костерок пожжем. Но уже стало так довольно прохладненько. Мелкие там что-то бесятся. Дали им задание убрать в лагере, сжечь мусор. Так они так постарались, что дедов чехол от фидера сожгли. Блин. Бесятся. Бои. Палкой бутылки перебивают. В итоге отдых неплохой получается. Вимбы подловили. И на спиннинг тоже нельзя сказать, что вообще ничего не было. Все-таки рыба какая-никакая найдена. Вот, место здесь нам понравилось. Сюда бы летом, правда, с лодочкой. Туда, ниже, там, где большие разливы. Вот. Ну, а сейчас перекусим и донки закинем здесь, около, с нашего помостика. Пускай стоят. Вот. Пап, смотри, что мы делали. Нам было нечего делать. Пап, Я вижу, да. все, на.
Ясень так горит, да? Видишь, чипс почему так Это горел? Потому что в нем масла дофига. Чипс. Сет. А у меня Z790. Кстати, А есть чипс? Слово. Ну, ну да, в конечно. одинарном. Ну да, чипс. Чипс. Есть чип. С. И чипс тоже. Ну так же, как и ножницы. Ну, ножница нет. А вот чипс есть. Чипс или чипсина? Нет, чипс. Чипсина это... Это ты своим одноклассницам говоришь, да? Один кусочек Чипсина. чипса. Да. Сколько у тебя в классе чипсина? Раком. Сейчас у тебя в классе не чипсы, а через пару лет будут чиксы. Есть хороший эффект. Ну, супер. Ну, по весу сколько? Ну тут, наверное, 3, тут 3 с лишним. Нормально. Через румбу прыгаешь. Не осталось. Сколько всего? 3? 6? 9? Одна. Пакетик. А, еще по... Не разбомбили пакет. Всегда настает время, когда нужно уезжать. За нами чистенько. Даже одно бревнышко не допалили. Что очень странно. Уже второй год за нами есть этот косяк. Вот. Поедем в Ригу и по дороге заскочим на Форельную речку. Посмотреть, как там дела, обстановка. Немножечко потратить время. Может быть, и будет какой-нибудь хариус или форелина. Прогуляемся, немножко покидаем спиннинги. Все, погнали смотреть. Или... Желтый не видно.
Слушай, для легких приманок отличный спиннинг. Ага, Димыч. Да. Из-под коряшки. Тихо, тише, не шуми там. Под корягой. Она за лепесток, не за крючок схватила. Похоже, что это был хариус, Дима. Да. Ага. Но один ударчик дождались. Вот там, под этим завальчиком, форелька стукнула. Так что можно еще немножко побродить. Такая интересная речуха. Вода уже очень прозрачная, холодная, кислород есть. Пробуем дальше. Ага. Видели, не видели? Выскочила, ударила. Хватанула. Не подсек. Была форелька, так. У меня тоже. Маза последнего, до берега, возле берега была. Но воблер не реагирует. А размер какой был? Вот такой, сантиметров 15. Как дерево кинул, интересная расцветка такая была. Ну ты ее взял в руки, да? В руки взял, да. Ну, мне же цепить надо было. С красными точками, Да. четкими такими. И оранжевое окончание плавников всех. Ничего себе. Угу. Ну, может еще поймаем. Смесь форели с красноперкой? Плюс лимба чуть-чуть добавлю. Да. Нет, это другая. Ну, все равно, видишь, На тоже солнце, красные на точки. Но другие плавники чуть были. Сейчас, пожалуйста, возьму. Слушай, Что ж. она может жить хочет просто? Три раза помог. Да. Интересно, да. Видишь, тут тоже да, видно. она тоже, смотри, какой. Да, этот сзади красный. и вот этот, смотри, какой. Да. Может зависеть от речки. Слушай, какие у нее прям красные. Красный-красный, да. Офигеть. Ну, плывет дальше. Давай, да. Ах ты, блин. Вот здесь гналась. И дюбнула в самом конце. Но не подсек. Откуда выскочила, непонятно. Ага. Сейчас приду. А, выпустил? Выпустил? Тут место огонь. А не только для маленькой речки огонь, а оно вообще огонь, да? Да. Для любой. Димыч, ну место как по учебнику. Ага, вижу. Где стояла? Здесь где-то. Ну что, закончим? Мог бы хариус там стоять. Да, или поворот.
Я думал, крупная уже стоит. Уколотая. О, есть. Я видел, как она. Она у тебя два раза атаковала. Ну так, посмотрели, гуляли. Такая речка. Можно просто в обычных рыбацких сапогах ходить. Батя уже нас ждет. Тут, оказывается, лагеречек есть. Смотрите, какой. Купательное шествие. Интересный лагерь. Интересно. Ну, короче, всем спасибо, кто смотрел этот фильм. Все ставьте пальцы куда-то там. Увидимся в новых выпусках. Пока.